Готовимся к зиме, закрываем помидорки. У нас здесь 3 килограмма помидорок. Я их помыл, отобрал раненые, побитые в сторону. Оставил только самые красивые. 4 банки, 1,5-литровые. На 4 1,5-литровые банки нам примерно понадобится 3 сладких перца, 3 лука и 4 вот таких вот чеснока. И зелень, укроп и петрушка. Для начала порежем лук, почистим и порежем перец. Берем 4 чеснока по одному зубочку на каждую банку и режем его примерно на 2-3 части. Ну вот так вот. Лук режем большими полукольцами. Вот такими примерно. Почистили перец от середины косточек и режем его примерно вот такими вот кусочками. Вот на 4 части. То есть получается каждый перец на 8 частей. Теперь самое интересное. Берем банки. Банки я ставил на 15-20 минут в духовку при 150 градусах, чтобы их обеззаразить. Берем петрушку, 3-4 веточки в каждую банку, вместе прям с концами, со стеблем. Вот так вот сминаем ее и кладем вниз. Так же само поступаем с укропом. 3-4 веточки в каждую баночку. Вот так вот ложкой их придавили. Теперь берем по одному чесночку. Кинули. По одному лучку. Закидываем помидорки. Чуть-чуть накидали. Положили перчик. 1, 2, может даже 3. Докидываем помидорчиков еще. Просто кидаем, туда не трамбую ни в коем случае. Положили еще один чесночок. Положили еще один лучок. Ближе к краю. Положили еще один перчик. Зелень только на дно ложим. Приблизительно вот так вот получается все. Смотрите, как раз 3 килограмма вместилось в 4 банки. И по возможности, если что-то осталось, чесночок раскинули по одной штучке. Вот так вот все красиво получается. Что вот, допустим, осталось у нас. Если есть возможность, можно, но сильно не запихивайте. Вот так вот. Есть местечко, вот закинул. Так, смотрите, на 4 банки 1,5-литровые. Все, что мы приготовили, все тютя в тютю, все залезло. Все аккуратно поместилось. Теперь дальше. Здесь у меня кипит чистая родниковая вода. Где-то 2,5 литра. Первый раз мы заливаем сюда кипяток. Остальную воду с кастрюли выливаем. Потом мы эту воду сливаем назад в пустую кастрюлю. И мы узнаем точное количество нашего рассола для наших банок. Итак, вода закипела. Начинаем заливать. Параллельно здесь прокипятил крышки, которыми мы будем закрывать. Медленно, аккуратненько льем воду. Аккуратненько, медленно наливаем кипяточек. Теперь даем им постоять минут 15. Помидоры поставили 15 минут. Теперь мы сливаем все назад в кастрюлю. Если у вас нету такой крышки, которая надевается специально, продается, то у меня такой крышки нет. Я взял обычную крышку и прорезал в нее вот такие вот надрезы. Итак, закрываем и выливаем. Так, смотрите, мы слили воду. У нас получилось 2,5 литра воды. Вот от этих 2,5 литра воды мы считаем то, что нам нужно положить для рассола. Не по количеству банок и количеству веса помидор, а именно по количеству воды, слитой с этих банок. Расчет следующий. Это очень важно. На 1 литр рассола нам нужно 100 грамм сахара, 25 грамм соли и 75 грамм уксуса 9%. Так как у нас 2,5 литра воды, а нам нужно 100 грамм сахара на 1 литр, мы берем 250 грамм сахара. Высыпаем его в наш рассол. Высыпаем и обязательно помешиваем, иначе он слипнется. Дальше соль. Соль у нас 25 грамм на литр. На 2,5 литра у нас будет 63 грамма соли. Тоже высыпаем в наш рассол. Соль не слипнется, можно не перемешивать. Теперь уксус. Берем 9%.
75 грамм на литр. Это умножить на 2,5, значит. Получилось уксуса 188 грамм. Уксус выливаем сюда же. Закипает 5 минут и заливаем назад в банки. Итак, смотрите, рассол у нас закипел, покипел 10 минут. И мы заливаем назад все. Аккуратненько, не спеша. Так, залили, сразу же буквально берем. Здесь у нас крышки кипятились. Сразу же накрываем. Накрыли, дали пару минут постоять и закрываем. Ну, думаю, как ключом пользоваться не надо рассказывать. Прокрутили, подтянули. Пару раз прокрутили, подтянули. Оп, все готово. Вот такой простой, очень вкусный рецепт помидорок мы сегодня приготовили. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока.